Ох, ё-моё. Привет. Какой... Нет, так привет, нехорошо так начинать встречу, ну какой кошмар. Не ты кошмар, ты прекрасно выглядишь, привет. Привет. А что у тебя? Это небольшая моя такая травма. Это же не аксессуар, это же вот то, о чем я думаю. Это я, к сожалению, повредила шею. У меня был тут эксперимент, новое увлечение пробовала. Я стесняюсь спросить, это горные лыжи-то вроде как уже не по сезону. Ну, не горные лыжи, ты, может, такое даже не знаешь. Такое слово тантра. Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи! А что это я не знаю. Я, кстати, очень даже знаю. И вот я вот тоже только знала и слышала, а решила попробовать и как-то пока. Я стесняюсь спросить, что за методика была какого-то известного, я даже не знаю, как есть как человек-змея, да, или как человек, как этот, блин, все, да, нет, в суперсемейке Эластика, да, которая такая вся эластичная была. Я такое не смотрела. Ты такое не смотрела? Ну, я, видимо, не как это вот эластичная. Ты не как Эластика? Да, ну там просто были разные там маневры головой вниз, там для устойчивости, ну вот не удержалась. Да, понял. Первый эксперимент, к сожалению. Ну, на самом деле... Очень больно. Я понимаю, на самом деле... Но я не могла не прийти. Это отлично, только почему перед моим именно свиданием у меня вопрос? Ты не могла? Вопрос к твоей карме, может. Вопрос к моей карме, видимо, да. Вот теперь у меня есть... Нет, слушай, ну, ты знаешь так, меня это не смущает, я тебе могу сказать. Я рада. То есть даже если бы ты приехала на инвалидной коляске, это не то, что во мне ничего святого, нет. Ну, я же взрослый мужчина, понимаешь, ты взрослая женщина. Поэтому я... Ну, раз уж я уже начал даже про это говорить, ну, скажу как есть. Ты мне действительно очень нравишься, прям мой тип. Так. Да, серьезно. И, может быть, даже вот это вот, как сказать, воротник, да, наверное, правильно бы сказать. Этот воротник даже, да, придает тебе определенный, даже, наверное, не тебе, а у меня в голове фантазии определенный смак. Да, то есть мне даже как-то вот, у меня просто такого не было, видимо, и я подзавелся, вот да. Да, мне, к сожалению, не до фантазии, очень, на самом деле, неприятно, вот шейка болит. Слушай, я шейку твою тревожить особо не буду, может быть, мне достаточно будет даже нижней половины. Смотри, я предлагаю как, ну, как я уже сказал, мы можем пойти где-нибудь поесть, ты мне Кстати, а что случилось? Ты сказала, что случилось. Ты мне расскажешь эту историю, да, ну, как это все произошло. А потом я приглашу тебя в какое-то отдельное помещение, где возможно сделать расслабляющий массаж со всеми вытекающими оттуда последствиями. Очень я смутила слово «вытекающие последствия». Ну, там как пойдет уже, в общем-то. На самом деле мне рано массаж делать. Да? У меня пока еще такое вот состояние покоя. Мне на самом деле лучше лежать дома. Я просто очень хотела увидеться. И ты мне тоже понравился, и я рада тебя видеть. Но у меня есть отличный план. У тебя свой план есть? Да, мы можем посидеть, покушать в обязательном ресторанчике каком-то шикарном. А сейчас вот хотела бы поездить по магазинам. Меня бы это очень порадовало. Мне сказали врачи, что мне нужны положительные эмоции. Так. Я бы очень хотела, например, съездить в ДЛТ. Стокман. Так. Стокман, что там, галерея. Так. Аутлет, конечно, подальше, но тоже. Вот. Я бы с удовольствием съездила. А ты хочешь просто на экскурсию? Нет, что-нибудь там купили бы. Что-нибудь это типа что? В сладкую вату или чай с пузыриком? Мне сказали, нужны положительные эмоции. А думаешь, летний гардеробчик прибавит тебе положительных эмоций? Ну, аксессуарчики 100%. Аксессуарчики. Да, у тебя уже один есть такой модный аксессуар. Да, он меня не радует. Он тебя не радует. А массажик, ну, как бы просто рано. Не раньше, я думаю, недели-две должно пройти, подзажить, там, связку. Ну, то есть через недели-две массаж... Да, я люблю массаж. О, ну вот, видишь, это меняет дело, конечно, сильно, но ты понимаешь, две недели. А что мне делать эти 2 недели, 1,5 недели? Что мне делать? Общаться можем. Просто общаться. Ты можешь меня порадовать. Я могу тебя каждый день радовать, в принципе. Я вижу, что ты хороший человек.
Хороший человек с возможностями, видимо. Да, чем больше положительных эмоций, тем быстрее я восстановлюсь. Ах, вот оно что. А ты какие-то, все-таки хоть что-то успела из практики вот этой вот? Интересной? Ну да, что-то хоть... Ой, я и на йогу ходила, я и вниз головой стоять умею. Просто неудачно был выбран тренажер. Да, назовем это его так. Назовем его так. Тренажер неудачный. Так. Да. И вот от резкого падения сократилась шейка. Так. И врачи сказали: домашний покой, положительные эмоции. А что радует женщин? Красивые покупки, одежда, эмоции, шопинг. А что радует мужчин? Радовать свою женщину. Ах, вот оно что! А я думаю, что меня может порадовать? Точно, меня может порадовать... Ты не знаешь закон вселенной? Чем больше отдаешь женщине, тем больше к тебе приходит. Серьезно? Да. Слушай, Нам вот как раз на тантре и говорили про энергообмен. То есть мне нужно эти 1,5-2 недели как можно больше отдать, чтобы через 1,5 недели вселенная мне отблагодарила. Да. Скажи, не нужно, а должно быть желание с радостью отдавать. Ах, вот оно. Положительные эмоции ты получишь в десятки тысяч раз больше. Ты там же тоже поучаствуешь. Да. Да. Конечно. Отлично. Мы же понравились друг другу. Да. У нас такой хороший диалог. Я вижу, ты очень хороший мужчина. Я очень хороший мужчина. Я видишь, как в таком состоянии, только к тебе на свидание. Ты молодец. Пришла, на самом деле, если убрать все вот эти мои фантазии, ты жалостливо, конечно, выглядишь. То есть, тебя хочется пожалеть. Потому что это как-то, действительно, я если убрать все, да, то это, конечно, плохо. То, что ты повредила себе шею, потому что это... Да даже если бы это была не шея, даже если бы был палец, все равно это на самом деле плохо. Неприятно. Слушай, видишь, у нас какое у нас столкновение, конфликт интересов. Угу. Я все-таки был настроен на другую какую-то историю, а вот на ту историю, которую ты мне предлагаешь, твой план, я на него, к сожалению, не очень настроен. Как-то так. Может быть, мы на какой-то компромисс сможем найти. Может быть, мы съездим в какой-нибудь один торговый комплекс и купим один какой-нибудь аксессуар, а потом все-таки мы воспользуемся моим планом, да, который я сказал, и я тебя уверяю, что я буду очень аккуратен, да. Я видел некоторые всякие, то, чем ты пыталась увлечься, да, эти все эквилибристы были вместе с такими дамами, желающими поучаствовать. Но я не такой, я не эквилибрист, неважно, не буду сейчас, не произнесу уже это слово. Я буду очень аккуратен. Я буду прям очень нежен и аккуратен. Я как-то удивлена, что ты, несмотря на мои слова, что мне плохо, я себя чувствую, говоришь такие вещи. Так. Вообще-то я плохо себя чувствую. Ты сам сказал, ты вызываешь желание пожалеть. У тебя что-то, извини меня, еще фантазии какие-то? До этого ты вызвало у меня сначала... То есть ты меня для этого позвал. Так. А вложиться, порадовать меня ты не хочешь. Один магазинчик, серьезно? Вот так ты к жизни относишься, так тебе жизнь и не отдает. Слушай, один кусочек ты и получишь. А, думаешь? Да. А я думал так, что одна часть тела болеет, это один магазин, вообще... 2 части тела, 2 магазина. Это свинство, я не ожидала. У меня было ощущение, что с другим человеком общаюсь, порядочным, щедрым, соображающим законом вселенной. Что ж ты мне все про эти законы вселенной? Потому что это элементарная грамотность финансовая. Это элементарная финансовая грамотность. А я думал, что Знаешь, мне кажется, мы теряем время, потому что мне неприятно это все слышать. Договорились увидеться, узнать друг друга получше. А у тебя там отельчики уже, знаешь? Нет. Нет? Нет. Прости тогда, что у тебя... не знаю. К доктору тебя подвезти, нет? Или что? Да я сама все, сама? Мне достаточно вообще. Давай. Я ожидала, конечно, от тебя. Изучаю финансовую грамотность. Хорошо, я буду. Ага. Давай, пока. Я всегда думал, что формирование финансовой грамотности происходит немного по-другому. Что нужно создавать источники дохода, а не источники расхода. Собственно, если я еще таких пару источников
которые якобы должны вселенной помочь меня обогатить, заведу, то останусь без штанов. В прямом смысле этого слова. И за этим не последует какое-то сладострастное приключение. Нет, за этим последует бомжевание, и вместо штанов я буду прикрываться газетой, видимо. Правда. Газетой «Правда» или газетой «Известия». Не знаю, что она хотела. Видимо, может быть, у нее и не болит ничего. Может, она специально это так, знаете, как этот оберег. А дело его, типа, я не могу делать ни вот такие движения, ни вот какие-то такие движения. Так что, извини, чувак, ничего сегодня не выйдет. Но кайфушки мне купи. Блядь, да что же всем надо купить эти кайфушки? А без кайфушек что, никак? А как раньше? В школе, в институте. Как у меня был этот самый? Как он у меня был? Без бабла вообще. Видимо, это возраст. А возраст, видимо, наталкивает женщин на то, что хер ли с меня было взять в те годы. Ни хера у меня не было. Поэтому все такие, да, и что с него взять? Да, и давай, ладно, пошпиливали. А сейчас есть что взять, и поэтому они просто так не дают. Что делать? Ну, я тоже не готов, простите. 4 торговых комплекса, это я должен чемодан с бабками возить у себя в салоне, в багажнике. А у меня нет такой возможности. Поэтому, наверное, все-таки я правильно сделал, да? Вот так вот. И еще неизвестно, как она там с этой тантрой, да? Может быть, в натуре ничего бы у меня так бы и не зажглась бы звездочка, и бабочек в животе бы не было. А еще и 1,5 недели ждать. А эти 1,5 недели листать рыжики, да, направо и налево. Ну, я имею в виду 5000-е купюры с Хабаровском на этикетке. Не знаю, друзья мои, не знаю. Жалко, конечно, ее, но вот так прям... А вы что скажете? Напишите. Во-первых, стали ли бы вы заниматься с человеком, у которого корсет на репе? Второе, потратились бы ли вы на него? И третье, действительно во мне ничего святого? Ты что, Женек, готов человека больного, хромого, косого? А что делать? Весна, друзья мои. А весна, как говорится, играй гормон. И была такая даже передача по Первому каналу. Или там гармонь. Да неважно. Пишите, хуля, а я пошел сублимировать, видимо. Тантра. Надо попробовать. Босс, в чем секрет успеха? Ты действительно хочешь это знать? Я расскажу тебе, в чем секрет успеха. Когда-то я работал в обычном таксопарке, и у меня не было ничего. И только тогда, когда я перешел в таксопарк Такси Хайп, у меня появилось многое. А именно, невероятная служба поддержки, огромные заработки и, что самое важное, моментальные выплаты. Хочешь после смены отдыхать? Так же. Подключайся к таксопарку Такси Хайп, и все у тебя изменится к лучшему. Да, девочки? Да, босс.